Короче, байтер вещь. Плохо, что он отказал работать с русскими. Но все, что он делает, охуенно. Вырежешь. То, что он делает, это все офигенно. Мне некоторые замат меня уже это притягивают. Я взял себе чехол. Думаю, потихонечку, короче, купится всякая требуха. Одно нужно хранить, второе. Каждый раз нужно с собой таскать, но это, короче, много чего я стал забывать. Например, там, сумки взял, дома выложил, на работе выложил, потом такой, ой, я дома это забыл, это на работе забыл взять. Приходишь сюда такой, нет сменки, блин, хоп, на палечник забыл, блин. Короче, в итоге я взял чехол, у меня нет пока лука рекурсивного, но есть чехол. И здесь вот будет все храниться. Потом тубус еще возьмем. Вот, видишь? Здесь у меня будет сменка храниться. Здесь вот блокнотик. Я, кстати, на прошлой тренировке записывал, что я там делал. Типа тренировка 19 апреля, типа 21 апреля. На сколько я метров, сколько стрелял. Тест стрел центр-шот 600 из у меня полное написал. Буду стараться не материться, вот, но все, что будет прям категорично, я прям буду говорить матом. У нас там гнездо сделано под Bowmaster Berkut, стрелы, которые самые дешевые. И гнездо это очень толстое получилось. Короче, хвостовики остаются в тетиве, когда я делаю выстрел. Вот эти вот центршотовские стрелы, их хвостовики остаются. Я подумал, что надо взять Истон. Истоновские Джиноки 0.88 ловушка. Она есть 0.88, 0.98, типа побольше, поменьше. Я, короче, взял, какие у меня были. И сегодня я посмотрю, как они будут работать. Кажется, что, типа, ну, хвостовик и хвостовик, да? А, короче, когда вы его начинаете вставлять, тут, короче, просто какие-то две маленькие насечечки, которые уже стерлись, короче. А здесь насечки, какие-то точечки специальные. Короче, он туда как входит, так щелк, 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 и все. И она прям там сидит, этот хвост, очень хорошо. А вот это, и вот он вылетает очень свободно. Там некоторые очень хорошо ходят, прям вот так чик-чик-чик-чик, они прям свободно. А должен прям защелкиваться, как вот Истон, как Байтер. Я сейчас объясню, вот смотрите, как он входит. Ну, то есть простенько вытаскивается. Вот и зашел. Без всяких щелчков. А здесь, вот он, во-первых, плотно туда входит, вот. И вот видишь, пупырышко раз, пупырышко два, оп, он и защелкивается, и все. И уже, видишь, так не вытаскивается, вот как тот. Он сидит уже хорошо. Если не ошибаюсь, вот этот у нас в магазине стоит рублей 80 в розницу. А этот, наверное, в центршоте рублей там 25-30. То есть цена, ну, прям существенна. Но повторюсь, я думаю, что это будет того стоить. Я потестирую и вам уже сегодня в конце тренировки что-то про это расскажу. Это только центршот стрелы. У меня еще здесь Bowmaster стрелы я заказал. Помните, нам Bowmaster посоветовал не в их магазине купить, а на Озоне. Я вот заказал на Озоне. Знаете, в чем косяк? Сейчас покажу, в чем косяк. Первое. Я хочу обратиться к компании Bowmaster. Очень сильно хочу обратиться, прям чтобы они меня услышали. Прям очень сильно, чтобы услышали, что, ребят, здесь написано на хвосте прям Байтер. Но вы же понимаете, что это не оригинал Байтер. Потому что эта стрела самая дешманская. Никто из Bowmaster сюда не поставит байтеровский хвостовик. И мы понимаем, что это просто, как это, фейковый, да, Байтер? Наёб. Ну да, короче, правильно мой этот оператор говорит, это п***ка. И, соответственно, я не очень к этому отношусь хорошо, когда на людей наебывают, что пишут Байтер. Они, в принципе, неплохо отлиты. Кто не знает, выкупишь это Байтер. Такие скажут, на этих хвостах Байтер. Эти стрелы стоят 400 рублей, они обошлись. 400 рублей стрела вместе с наконечником. И хвост примерно 150 рублей байтеровский. Такого быть априори не может, понимаете? Ну, то есть это не клеится стоимость хвоста и стоимость всей стрелы. Оригинальный Байтер стоит примерно сейчас по нынешнему курсу 150 рублей вот на момент съемки. Там в среднем до этого он стоил 100. Вот Bowmaster поклеил все эти наконечники. Смотрите, как поклеили. Видите? Вы видите. Вот смотрите, одну стрелу они так клеят, а другую вот так вот надо. Не умеете вклеивать, вклеивайте. Как центршот. Вот они не вклеивают. Я пошел сам,
Клеил, проконтролировал вопросы и не парюсь. Скучали, мои маленькие любители спорта? Ты сдал сессию? Да, отлично. Поздравляю. Привет. Он все время, видишь, собирается. Камера работает. Просто не надо. А то я уже хотел. Я считаю, что не должно быть по***ки. Если ты делаешь по***ки, то напиши у себя на сайте, что у меня хвостовики не оригинальные байтер. Просто когда мы продаем оригинальный байтер, ребята из Боумастера продают такие же хвостовики отдельно, но не оригинальные. И приходят из ЦСКА, им говорят, купите, сходите, хвостовики байтер. Они, короче, смотрят, где подешевле, идут в Боумастер. А потом нам тренер звонит из ЦСКА и говорит, что мы такие. Мы типа продали не настоящие хвостовики, а по факту этот клиент, который должен был купить у нас, пошел и купил где подешевле. И в этом путаница начинается. То есть вы путаете самого спортсмена, вы ему продаете херню, а потом претензии получает, например, мой магазин, потому что тренер отправил того человека именно к нам, чтобы купить оригинал, а он пошел в другом месте купил. Короче, так не должно быть. Да допиши ты на стрелах, что это не у Боумастера. Истинно тогда сразу туда напиши, ну сразу мараться-то, да? X10 на и всем продавай. Хвост байтер X10. Вообще охуенно. А, кстати, про флеш, что стрелы хочу сказать. Мне понравился клей в комплекте, что нормально держит. Но, ребят, нужно обратить внимание. Вот я достал вот эту стрелу, она так как раз попалась. Короче, я начал вклеивать. Знаете, на что обратил внимание? Короче, одна была стрела коцанная. Вот у нее, короче, здесь, видишь, отслоенный карбон. Клеил, начал клей потихонечку снимать. И ногтем такой тык. Думаю, странно, ноготь уперся, думаю, что за херня. Смотрю, а трубка немного треснутая. Короче, вы когда покупаете трубки, проверяйте, пожалуйста, аккуратно, чтобы все было, ну, как бы чинно-винно. Вы покупаете для себя. Поэтому пришел в магазин, да, что тут такая херня, поменяйте. Не зря чехол, видишь, сразу все туда. Смотри, вот если мы стрелы Беркут под это гнездо делаем, да, у нас как бы ровно стоит стрела, а здесь вот она стоит, видишь, как неровно стоит. Вот тут, видишь, угол какой. И, короче, эта стрела, получается, что, ну, вот как бы она стоит так вот. А Беркут, мне кажется, ровнее стоит. Сейчас я найду Беркут стрел. О, видишь? Ну да, ровнее. Они, короче, видишь, они вот здесь вот как плотно сидят. Помните, я вам показывал, что должна, типа, она вылетать. А она не вылетает, я его так не могу. Она не вылетает. Значит, хвост уже слишком, блядь, плотно сидит. И вот истинский хвост. Во, смотри, я ж тебе показывал, во, помнишь? Вот про это я и имел, блядь. А вот это истинский хвост. Смотрите, как встает. О, видите? Я про то, что вы можете так проверять. То есть я как бы посмотрел Каминский и понял. Он говорит, типа, как нужно ударить, стрела не должна там оставаться. Как я долбил, стоял центршотовский хвостовик, и как я истинский взял, сразу хоп, вылетело. Короче, китайцы могут делать, они не понимают, как и что надо делать. То есть есть стандарты, короче, мировые. Ты возьми истинский хвост, сядь на заводе и разбери. Есть ловушка 0,88, есть ловушка 0,98. Нахуй она нужна? Почему ее придумали? Почему такой стандарт ввели? Нет, хуя, мы нахуярим лишь хуя, и будем русским продавать. Какой-то. Я хотел без мат. Мне просто это калит, как пиздец, как. Ну ты завод, блядь, не можешь разобраться, сука. Я, ёб, блядь, не знаю, магазин в подвале, разбираюсь. Смотрите. Это истинский джинок. Видите? Прям такой раз и в ловушечку попал. Потом берем оригинальный центршот, хвостовик. Он тоже щелкает один раз. Видите, щелкает один раз. А если его здесь защелкать? Ну ладно, хуй с ними. Короче, так все остается, да, так это не работает. А здесь, смотри, здесь типа раз, два просто вставляется. Ну, вроде есть ловушка. Но она вроде есть, но она как-то не такая плотная прям. Вот ты почувствуешь сам. Ты, короче, там как гнедоловушка, короче.
Вот на, воткни истинность. Сейчас я оператор подержу, а оператор воткнет. Она просто толстая вот здесь для этих. Здесь толстая. Смотри, слушай. Там двойная ловушка. Ты вот в само гнездо вставь, ты почувствуешь два человека потихонечку. И раз. Да, ну это нормально. Два. Есть. Я к тому, что у тебя просто она по ширине здесь. Толстая, видишь, у тебя гнездо толще, чем фудстек, поэтому он не щелкает. А если этого не будет, то ты не щелкает. Ну, короче, проверим. Цвет, смотри, вот Так, это первый выстрел с стрелами Боумастер. Надеюсь, что Вован, ты не ошибся в жесткости этих стрел. Идем тренироваться, ну, хотя бы с таким гнездом, а потом уже тренер освободится. Просто время терять не будем. У меня очень сильно локоть задран. И Марк сказал, что типа давай посмотрим на Брэди Эллисона и на Каминского, как у них это выглядит. Короче, у Брэди Эллисона тоже локоть чуть-чуть подзадран, а у Каминского он прям в линию, короче, идет. Я подумал, надо за этим тоже попробовать последить, поэкспериментировать, как что лучше будет. И очень все плотно держат напалечник прямо у подбородка, и после выстрела вот небольшой дотяг, вот такой вот. Не как типа у меня, как Вася показывал, вот такой вот, блин. Поэтому я это тоже контролировать начал. На прошлой тренировке сейчас напалечник возьму и вернемся к нашему обсуждению. Прям вот чувствуется тут хвостовик, короче. Вот смотри. Вот он сейчас вылетит. Вот смотри, как он крутится. Просто. То есть, блин, он так не должен вращаться. Мне это нравится. Стрелы центршот. Как он называется? Флэш 600 на 18 метров. Хвостовик где-то про... Там остался, подберу. Это я сейчас стрелял в верхнюю мишень. Прикинь? Подожди, а это не твое там лежит? Вот сейчас целился, туда попал примерно. Оно как, знаешь, как стрела летит? Вот так вот. Вот эти, скорее всего, 4 вот так вот. Вот эти. 4 сюда и 2 вот сюда. Смотри, как я их вставляю. Просто я покажу сейчас. Смотри, как вот это я сюда вставляю. Это какой? Это родной. Я просто, чтобы вы понимали, сколько это усилия мне стоит. И теперь истинность вставляю. Сколько мне это усилие стоит. Во-первых, он, блядь, по диаметру прям вообще плотно. Поняли, блядь? Просто это разные вещи. Вроде одинаково, кстати. Да, только одни выше, другие ниже. Ну да, кучность такая. Я так понимаю, что это все из-за жесткости зависит. Но мне кажется, они не кучкуются, стрелы. Они, видишь, они все, блядь, разлетаются. У тебя нет ни прицела, Рипу. ни плунжера. Я тебе еще раз говорю, 6 метров они кучкуются. Берем 4 стрелы, 3 стрелы стреляем, одну на подгонку. Оперение убираем, все чистим и, соответственно, будем голой стрелой стрелять. Забыл этот писюльку потыкать.
подожди. Надо показать, какой ты Робин Гуд. Ну как раз мы здесь поменяем на... У меня есть на пины Джиноки. Ладно, пин целый. Всё, отлично. То некоторые не так, как ты, аккуратно, а прям засаживают в середину. Хвост дребезги, пин дребезги. И древко в дребезги. Нет, вот как раз пин древко спасает. В большинстве случаев. Ну ладно. Сам погибает, а стрелу спасает. Короче, я перешел на стрел. Я делаю каждую последние 3 тренировки. 2 точно записаны в блокноте. Сколько я выстрелов сделал? По 180 выстрелов. 2 подхода. Сколько из них хороших? Вообще не оцениваю никак. Просто и все. Вообще ни одного, да? Ну, я просто не то, чтобы там тебя как-то подколоть спрашиваю. Так я же не говорю, что я вообще на это просто реагирую. Все идет к тому, чем мы здесь с тобой занимаемся. То есть, да, хорошо, с одной стороны, ты там по 180 выстрелов сделаешь. Я столько за неделю не делаю. Типа нахера? Да. Ну я сначала думаю, что какую-то надо мышечную память наработать. Ты какую-то наработаешь. Что мы потом А делаем? потом я с твоей думаю памятью? очень просто. Потом я думаю, у меня есть Вася, блядь, он меня чуть-чуть И подправит. Вася потом заебется Вася такой, исправляешь, что ты там запомнишь. Как теперь это Не, ну- всё исправить? Смотри, я еще понял, что нужно за плоскостью тетивы следить, чтобы она была по луку, чтобы вот, когда я натягиваю, у меня тетива проходит по центру рукояти. Да, один из вариантов. Потом у тебя, когда появится прицел, у тебя появится еще 2 варианта. И вот здесь, кстати, достаточно большое расхождение. И я смотрю, оно прям, знаешь, так волнами идет. То одна концепция побеждает, то другая концепция побеждает. Итак, здесь 2 концепции. Первые говорят, проекцию мы смотрим по рукоятке, потому что она неподвижная. А вторые говорят, нет, проекцию мы смотрим по мушке, потому что 2 в 1 получается у нас. Тетива и мушка. И мы никуда там глазами не бегаем и косоглазия не зарабатываем себе. И вот, Мне кажется, без разницы. Главное, чтобы это было все время одинаково. ну, некоторая доля истины есть. Мушка подвижная, а рукоятка неподвижная. С одной стороны, если мы смотрим тетиву все время по неподвижной рукоятке, Подожди, я не понял, что значит мушка подвижная, куда она у тебя подвижная? Она жестко к луку закреплена. нет, ну, мы ее можем покрутить влево, покрутить вправо. Это имеется в виду. И если у тебя проекция на мушку ориентирована, то ты поправляешь влево, например, мушку, и тебе надо и как-то там заглянуть. Я не понимаю принципиальной разницы по той простой причине, что как бы у нас ни была проекция, хоть по рукоятке, хоть по мушке, мы все равно, подвигая прицел, все равно мы лук сдвигаем. Да. Что в этом случае что в том? Да? Нет, Да. более того, я всю жизнь стрелял через проекцию по мушке, и когда ты подвинешь мушку, ты вообще не замечаешь, что ты двигал. Ты как прикладывался, и у тебя все встает в проекцию, так и продолжаешь прикладываться, здесь и так все же. встает сразу в проекцию. Я тоже стреляю по мушке. Мне так удобно, потому что реально у меня сразу все У тебя есть мушка? в одном. У тебя же традиция. Не, ну классику я же пострелял чуть-чуть, чтобы понять, что это такое. Мое личное ощущение, я ловлю лук вот так вот его, хоп, все время цапаю. Я не хочу это делать. Ну, 2 варианта. Первый, ты его держишь. и Если когда я ты буду его держать, держишь, то ты я не могу его будешь его скрутить. цапать. Ну, ты нежно держи. Я нежно держу, я уже потерял на прошлой тренировке. 2 раза. Ну, слишком нежно было. Вот, я говорю, что не хватает. Слишком Чуть грубее надо. А вот. Либо, да, вот он у тебя привязан, но тебе нужно чем-то его спереди утяжелить. Потому что... Да мне кажется, это просто психологическая история. Как он слабо держал, так и продолжает слабо держать, просто теперь он привязан. Просто теперь он поэтому привязан, всё. да. Ну, я об этом и говорю, что потом нам все равно придется его включить и не хватать лук. Тебе придется его включить. Ну, нам с Антоном придется над этим пробовать. Да, вот смотрите, и мы потом расскажем. То есть вот типа была такая ошибка, вот вам, чтобы ее не допускать, нужно вот это сразу сделать и пройти этот этап. И мы покажем, объясним почему. Надеюсь, был интересный влог. Следующий
влог мы будем записывать еще 2 вида стрел. Постараюсь уже их купить. И что-то буду про это рассказывать. Поэтому приятно было вас видеть. Категорично всем пока. А я что?